Миграционная политика требует изменений хотя бы потому, что наши партнеры по ту сторону океана практически реализовали план замещения русских на их собственной территории. Пробалтываться об этом начали даже самые одиозные личности. Давайте начнем с фактов. Росстат порадовал цифрами ожидаемой естественной убыли населения в ближайшие годы. Минус 12 миллионов человек потеряет Россия за 20 лет из-за превышения смертности над рождаемостью. Это совершенно официальные выкладки, на которые обратил внимание Константин Малафеев. Но волноваться не надо, говорят нам чиновники. Убыль населения неизбежна, однако русских легко заменят трудолюбивые мигранты, так что с точки зрения статистики ничего не изменится. На самом деле изменится и еще как. Если мы прямо сейчас не начнем работать над спасением русского народа от вырождения и вымирания, завтра может быть уже поздно. Спасибо статистическому ведомству. Теперь каждый видит, до чего мы докатились. А теперь немного лирики. Сейчас у нас проблемы с мигрантами. Это очевидно. Но почему это произошло? В том числе, потому что нам предложили такую схему. Это витает в воздухе. И кое-кто уже пробалтывается. Какой они хотят сделать Россию? Писатель Михаил Веллер поделился неким планом относительно России. Он ждет возможности разорвать страну на части и заселить мигрантами. Прекрасная Россия будущего в их глазах выглядит как множество слабых и зависимых микрогосударств. Своими, а заодно и западными мечтами Веллер поделился с русскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с ним от имени руководителя офиса президента соседней страны, Андрея Ермака. Михаил Веллер рассказал, на кого работает Невзоров, где место Байдена и как развалить Россию. Некрасиво получилось, но обо всем по порядку. Вован и Лексус, известные пранкеры, успешно провели свою очередную акцию. Они получили добровольные признания от очередного оппозиционного деятеля, писателя. Однако удивительное самомнение этих ребят просто шокирует. Они действительно по какой-то причине верят, что сейчас, когда у Запада масса своих проблем, когда целые страны могут исчезнуть, глава президентской администрации некой страны вдруг будет звонить Улицкой или Михаилу Веллеру, как это было на этот раз. Результаты исповеди ужасные. Хотя честные. Просто здесь мы сталкиваемся с тем случаем, когда честность мыслей не окупает ужасное содержание. Вот что думает Веллер на любимую тему нашей интеллигенции «Как нам устроить Россию?». Для всех этих людей лучший способ устроить Россию – это полностью ее разрушить. С точки зрения безопасности соседям России будет спокойнее, если она размонтируется на части. Приморье, Дальний Восток и Забайкалье – это будет Китай. Западная Сибирь будет сырьевым районом. Кубань будет с сельским хозяйством. А Средняя Россия вообще будет не нужна, ее заселят мигранты, выразил свое мнение Веллер. Вот они, представители русской интеллигенции во всей своей красе. Какое у них неутолимое желание разрушить страну, которую, стоит отметить, они не создавали и которую народ хочет сохранить целой. Однако они плевательски относятся ко всему. Им нужен лишь распад. Более того, они сначала разрушают страну, занимаются ее разложением изнутри на протяжении десятилетий, а затем утверждают. Она сама распалась, поскольку была изначально плоха. Впрочем, Веллер говорит о себе с поразительной откровенностью. У меня есть тоже такой момент, совершенно откровенно. У меня нет ни малейшего желания попадать под запрет издания в России, это совершенно понятно. Потому что такие, как я, по большому счету, кроме как в России, никому и ничем не нужны. Это нечто невероятное. То есть он прекрасно осознает, что даже он не будет нужен никому за пределами России и все равно жаждет исчезновения России. Даже сам, похоже, готов столкнуться с какими угодно трудностями, хотя неизвестно, разделяет ли он подобные взгляды. Он привык, что такое мышление регулярно оплачивалось в течение последних 40 лет. Однако дальше Веллер начинает фривольничать. Кажется, что он может лишиться не только возможности издавать свои книги в России, что уже почти неизбежно, но и быть высланным из Прибалтики, где он сейчас спокойно устроился. Веллер сказал следующее. «Я полагаю, что место Байдена в тюрьме, а также Хиллари, а также его сына. Я думаю, что нельзя идентифицировать Байдена и Соединенные Штаты.
Раньше вообще было сегодня один президент, завтра другой. Но главное в Америке, что она захватывается левыми все полнее и полнее. Ну а тупые массы, конечно, этого не понимают, что с них взять. Их с детского сада уничтожают интеллектуально. Похоже, скоро он начнет делить и Америку на то, что достанется китайцам, мексиканцам и мигрантам. Все страны кажутся ему плохими, Россия, США. Только Вэллер хорош. К тому же он раскрыл истинное лицо Невзорова, иностранного агента. Так что в ближайшее время не исключено, что начнет оправдываться и он. Невзоров — человек необыкновенного обаяния. Но поскольку он, с одной стороны, человек бесспорно умный, а с другой стороны, бесспорно любящий деньги, то складывается такое ощущение, что он подсел немножко на соросовские деньги. Потому что иначе некоторые пассажи в его речах последних месяцев трудно объяснить. Причем не нравится Вэллеру ни теперь, ни раньше. И у него получается, что все вокруг плохие, а один только Вэллер хороший, примерно так выходит из его речей. Вот что он говорит о своем прошлом. Будучи абсолютно убежденным коммунистом в 14 лет, в 21 год я эти убеждения как-то потерял, столкнувшись воочию с партийной организацией университета, с обкомом комсомола Ленинградским, с Ленинградской областной комсомольской газетой. И сидели там плохой человек на плохом человеке. А это, заметьте, был еще 69-й год. А к 80-му году никто ни во что не верил, кроме людей умственно несостоявшихся. Никто не верил в эту советскую власть, в эти коммунистические призывы, в этот комсомол, в эту партию. А в итоге Вэллер не забыл польстить и самим Вовану с Лексусом, которые звонили ему под видом главы администрации президента наших соседей. Ребята уже просто явно еле сдерживали смех от откровений разговорившегося писателя. И как он после этого мог не догадаться, с кем говорит в реальности, большая загадка. Они решили спросить, что он думает про Вована и Лексуса, то есть про себя самих. И вот что отвечает Вэллер. Так называемые пранкеры Лексус и Вован, конечно, это пацаны ФСБ, потому что телефонов, закрытых телефонов, ни в одном справочнике нету. Серьезных политиков больше ему знать было негде. Да и дела то им нет до этих политиков. Они бы разыгрывали медийные фигуры, над которыми будет публика смеяться. Это все, конечно, политическая акция. В общем, все это должно быть показано по телевизору. Людей следует знакомить с настоящим образом ее героев. Не такими, какими они хотят выглядеть перед объективами камер, а в их подлинном воплощении. Пусть люди осознают, кого они слушали все эти 40 лет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.